Доброе утро, зрители Stop Game! В эфире Инфакт. Сара Бонд, президент Xbox, побеседовала с журналисткой Bloomberg насчет игрового подразделения майков. Главные вопросы относятся, конечно, к недавнему закрытию студий. В ответ на «А чё закрыли?» Сара ответила стандартным: разработка игр дорожает, индустрия не растет, вот и закрыли. Волиным помогаем найти работу, кстати. Журналистка спросила главу Xbox и конкретно о Tango Gameworks. Вот у вас была такая классная студия, прикольную игру сделала буквально на днях, а вы ее закрыли. Как так получилось-то? Ответ в духе остальной речи Сары Бонд. Универсального решения нет, мы идем на компромисс, следим, чтобы оставались силы выполнять обещания. В общем, ничего конкретного. Еще поговорили о скором запуске маркетплейса Xbox на мобилках, о том, как же невероятно растет облачный гейминг и о других направлениях развития Xbox. Очень забавно слушать о развитии и успехах подразделения, которое только что захлопнуло 4 крутых коллектива. Это ли не успех? Ждете новую Halo? Даже если нет, то знаете, что если бы Halo 2 скрестили с Halo 3, получилось бы Animal Well. Но новость не об этом, а о том, в какое впечатляюще малое количество мегабайт автор запихнул свой проект. ПК-версия игры занимает всего 38 мегабайт на жестком диске. Разработчик Билли Басса поговорил с GameFile и рассказал, как так получилось. Для начала, он не стремился сделать игру компактной. Просто из-за того, что он разрабатывал игру на собственном движке, то добавлял в это двигло только тот код, который реально нужен игре. Вот если бы Билли взял, например, Unity, такой фокус бы точно не прокатил, ведь даже если сделать на нем просто черный экран, то даже такое абсолютно пустое приложение будет занимать места больше, чем Animal Well. Еще помог минималистичный внешний вид. Animal Well нарисовано пиксель-артом с низким разрешением, так что никаких 4К XDD текстур там просто нет. Размер игры на PS5, кстати, составляет не 38, а аж 101 метр. Но это не проблема Animal Well. Согласно требованиям платформы, в клиент должно быть включено изображение в разрешении 4К, которое показывается на фоне, когда игра подсвечивается в меню консоли. Эта картинка, как вы поняли, весит больше самой игры. Круто, что при таком скромном размере проект приятно выглядит. Сам начал проходить и могу заверить, Animal Well красивая. Sony поняла, что Microsoft начала вытеснять ее из инфополя, поэтому компания вновь пытается перетянуть внимание на себя. База данных SteamDB засекла, что с ПК-версией Ghost of Tsushima происходит неладное. Игру сняли с продажи в некоторых регионах. Причем сняли в тех же странах, что и Helldivers 2. Список включает в себя почти 200 территорий, в том числе Казахстан и страны СНГ, где цены Steam выставляются в долларах США. Занятно, что на многих из таких территорий ранее уже был открыт предзаказ Ghost of Tsushima. Согласно многочисленным сообщениям от пользователей, предзаказавшим игру там принудительно возвращают деньги. И это странно, ведь аккаунт PSN для игры все равно не требуется. Одиночная кампания полностью доступна без него. С PSN придется связаться только в двух случаях: если вы хотите играть в мультиплеерный режим Legends или иметь доступ к новому оверлею PlayStation. А тем временем хеллдайверы улетели еще из 3 стран. На этот раз не повезло жителям Эстонии, Литвы и Латвии. В местных Steam теперь тоже нельзя купить игру. Вся эта ситуация со снятием игры с продажи не нравится не только игрокам, но и самой Arrowhead. По словам главы студии, команда узнала о произошедшем благодаря сообществу и в настоящее время находится в замешательстве. Расширение черного списка произошло 10 мая, спустя почти неделю после масштабной первой волны. Некоторые пользователи подумали, что это перестраховка со стороны Valve, но в одном из сообщений от поддержки Steam было указано, мол, решение о снятии Helldivers 2 с продажи было принято издателем, а им выступает именно Sony. Но если ваш аккаунт все-таки прописан на одной из известных PSN территорий, возможно, вам будет интересен следующий ПК-порт с PlayStation. По словам Билл Белкун, Sony готовится анонсировать ПК-версию God of War Ragnarok в ближайшее время. Инсайдер обычно не промахивается в своих сливах, поэтому и на этот раз ему вполне можно довериться. На основе полученной информации Билл Белкун предположил, что компьютерный порт Ragnarok должен быть представлен до конца мая. Точной даты выхода у инсайдера пока нет. Раз была одна хорошая новость от инсайдера про игру PlayStation, расскажу и о другой хорошей новости от инсайдера про игру Xbox. Где-то в кулуарах Xbox Game Studios все еще ведется разработка State of Decay 3. Zombie Action был анонсирован в 2020 году, и с тех пор девелоперы из Undead Labs ничего публике не показывали. Однако, если верить репортеру Windows Central Джессу Кордону, у триквела все прекрасно. Джефф Граб сказал, якобы с Perfect Dark не все в порядке. А я вот что скажу. Я слыхал, что у
State of Decay 3 все крайне отлично. Она выглядит очень-очень хорошо, сказал Джесс. Больше никаких деталей репортер не раскрыл. Напомню, что в 2022 году издание Kotaku выпустило аж целое расследование о разработке третьей части State of Decay. Выяснилось, что игру анонсировали слишком рано, и она очень долго мариновалась на ранних стадиях производства. Слова Кордона вселяют надежду, что Undead Labs все же сумела найти правильный путь. Недавно беседка выкатила Next Gen патч для Fallout 4, и он больше сломал, чем починил. Вероятно, скоро ситуация повторится. Bethesda Game Studios объявила, что на следующей неделе выпустит еще одно обновление. Что именно поправит в патче, не уточняется. Например, на ПК так и не сделали заявленную поддержку ультрашироких мониторов, интерфейс просто непропорционально растягивается. А также не исправили вылеты при включенной опции осколки от оружия на видеокартах серии RTX. На Xbox Series есть проблемы с пресетами графики. Как рассказывали Digital Foundry, качество картинки в Next Gen версии получается ниже, чем в версии для Xbox One X по обратной совместимости. Ситуация с модами вообще ужасна. Дошло до того, что самой популярной модификацией за последний месяц на Nexus Mods стала Fallout 4 Downgrader. Она откатывает игру к состоянию перед Next Gen патчем. Возможно, следующий патч продлит мучения авторам модификаций. И это, получается, была третья новость про Microsoft. Надеюсь, что Фил Спенсер и Херман Хюльст довольны балансом в инфакте. А еще надеюсь, что вы будете довольны новыми материалами на stopgame.ru. Дмитрий Корнов наговорил почти 20 минут о паровозике Томасе. Мы с ребятами наболтали 1,5 часа про интересные игры. Степан Песков выкатил текстовое превью о Biotic Factor, а Алексей Лихачев проанализировал текущее положение дел в игровой индустрии. Смотрите, изучайте и хорошего вам понедельника. Пока!